Наконец-таки известна дата airdropа X-Empire. Это 24 октября. Мы получим свои токены на наши кошельки. И 24 октября произойдет листинг на топовые биржи, на какие мы сегодня с вами поговорим в этом видео. Также разберем токеномику проекта, сколько примерно будет стоить один токен и много другое, критерий airdropа. Короче, все сегодня будет в этом видосике, поэтому влепите лайк, подпишитесь на мой канал Bendy Crypto, а мы начинаем. Да, в официальном сообществе X-Empire, собственно, в моем тоже телеграм-канале Bendy Gang, я выложил этот пост. Дата airdropа 24 октября. Мы все так долго ждали, фармили несколько месяцев и наконец-таки увидели эту долгожданную дату airdropа. Совсем скоро, кстати, сейчас вот 11, я думаю, даже сегодня, может, под вечер я успею выложить видео. И осталось у нас буквально 2 недели до конца airdropа. Окей, кайф. Пока что идет вторая фаза, не знаю, когда она закончится, но обещали, что через 2 недели, но уже неделя прошла, то есть осталось еще где-то неделя до конца второй фазы, примерно вот где-то в этих числах может она закончится, и потом остановится фарминг и будет происходить расчет токенов для получения airdropа. Поэтому, если вы еще не играете в X-Empire, спустите по ссылочке в описании, и у вас есть еще шанс получить небольшой процентик, там 5% выделено вот на вторую фазу, которая сейчас идет. Окей, идем дальше. Токеномика проекта включает в себя 75% для сообщества, то есть нам с вами. Большинство токенов получат те, кто играл в игру, то есть фермеры, мы с вами. Всего токенов будет 690 миллиардов токенов X, что достаточно такое прикольное количество токенов, 69. Александр Соколовский явно шарит за юмор. Потом остальные 25 будут выделены на развитие проекта, маркетмейкеров, ликвидность, листинг и, короче, разные штуки, поощрения на следующих этапах сообщества. Потому что, да, игра на этом не заканчивается, она преобразуется в новую фазу. Пост тоже от X-Empire. Вот несколько ключевых моментов. Мы увеличили предложение на 5%, то есть 5% дополнительные вот в чил фазе, в которой вот мы сейчас находимся. Они вот здесь вот нам начислятся за то, что мы играем. Потом сообщество выделено 75%. Эта фаза продлится всего лишь 2 недели, то есть совсем скоро она закончится, потому что этот пост был 3 октября. Если 3 октября посчитать 2 недели, то смотрите, раз, два, то есть ну вот 17 числа закончится, по идее, примерно chill фаз. Окей. После этого у нас будет ТГЕ и листинг, который у нас 24 октября. После завершения ТГЕ игра подвергнется полной трансформации, то есть она превратится в что-то новое и интересное. Все приглашенные вами друзья продолжат приносить вам бонусы даже после листинга, но они будут не в игровых монетах. То есть, скорее всего, не знаю, будет даже в USDT, либо в чем-то еще приносить нам бонус наши рефералы. Поэтому приглашаем друзей, пока есть время, и играем в X-Empire. Также airdrop критерии я уже озвучил в прошлых видео, но давайте еще раз по ним пройдемся, вдруг кто-то не знает. Основные критерии — это количество и качество приглашенных друзей, то есть чем выше уровень ваших друзей, тем они считаются более качественными, из-за этого насыпят больше airdropчик. Потом прибыль в час, ну это понятно, и количество выполненных квестов, то есть просмотры видео и разные другие квесты, которые подписки на телеграм-каналы друзей X-Empire, вот это все тоже будет считаться. Дополнительный критерий — это подключение кошелька, то есть отдельная вкладка airdrop есть в игре, где вы можете подключить свой кошелечек, выполнить транзакцию, она тоже, кстати, считается дополнительным критерием. И если у вас есть Telegram Premium, это тоже дополнительный критерий для получения airdropа. У меня все критерии, в принципе, выполнены. Покупки, кстати, тоже считаются. Покупки и пожертвования тонн тоже дополнительный критерий. Это у меня все выполнено, поэтому я надеюсь, что насыпят достаточно таки хорошо. И давайте уже перейдем к тому, сколько будет стоить токен X-Empire и на каких биржах он выйдет. Погнали! Давайте, когда начнем с цены, я опять же выкладывал пост, ссылка на этот пост будет в описании, большой постик расписал, какие примерно я жду цели по проекту. Самая обычная цель, нейтральный сценарий, это если цена токена будет 0,302-22. То есть вот это примерно такая вот цена, это, ну я считаю, достаточно такой будет слабенький выход, ну как бы нейтрально, но такой слабенький, потому что капитализация проекта составит 138-151 миллион, что достаточно мало, если сравнивать с доксами, с ноткоинами, с другими проектами, с тем же Hamster Combat, который вышел там под капитализацию миллиард, но потом скатился, конечно, но в любом случае, даже сейчас, когда они все скатились, эти проекты, они все равно стоят там 300 миллионов, то есть капитализация у них достаточно большая, но опять же, это не показатель, возможно, они захотят стартануть с маленькой капитализацией, потом уже раскачать цену, но судя по ваучерам, они не будут стартовать с маленькой капитализацией, они будут ее сразу завышать. Поэтому этот сценарий возможен, но я думаю, что будет либо позитивный, либо супербычий сценарий. Позитивный сценарий — это цена за один токен составит 0,304-6. Вот тогда капитализация будет в районе 300 миллионов, что вполне реально, и это, если сравнивать с другими проектами, будет такой достаточно, ну, неплохой выход, но не хороший. А вот супербычий сценарий, если капитализация будет уже под миллиард, когда цена на токен составит 0,001-0,002. Тогда капитализация будет 700 миллионов-1 миллиард 300. В принципе, такой вот супербычий сценарий возможен. Это не прям какой-то супер вау
что-то нереальное, такое возможно произойти, потому что Hamster Combat, Notcoin, Dox примерно выходили по капитализации 1 миллиард, поэтому вы можете сами посчитать, если у вас есть ваучеры, то один ваучер это 69 тысяч токенов, у меня есть 12 ваучеров, потому что я их получал в игре, плюс я покупал, и если у вас есть ваучеры, вы можете уже посчитать примерно сколько вы заработали, вы можете под разные сценарии прикинуть и кайфануть от того, сколько у вас уже есть денег. Вот, негативный сценарий я вообще не рассматриваю, капитализация по 100 миллионов, по даже 55 миллионов, это я думаю, что вряд ли маловероятно, тогда цена на монеты будет, вы сами видите какая, но я добавил их, потому что все может быть, но я их не рассматриваю. Почему? Я опять же тоже расписал, почему я верю, что будет либо бычий, либо супер бычий сценарий. Цена на премаркете очень низкая, то есть проект сразу стартует с низов, относительных низов, потому что есть проекты, которые вот тот же Cats, он вышел там вообще на капитализации 50 миллионов что-то, ну то есть очень мало. Но все равно я думаю, что они будут качать. За проектом стоит сильная команда, Александр Соколовский, человек давно в крипте, шарит, что делать, поэтому я думаю, он шарит, как раскачать проект. Сотрудничает проект с Notcoin, DWF Labs, это маркетмейкером, и другими топовыми компаниями, в том числе с Bloom они запускали компанию, поэтому есть поддержка от топовых уже проектов, которые Notcoin уже залистился, но Bloom еще скоро будет проводить листинг, как скоро, в конце этого года, надеюсь. Рыночные условия, потому что вторая половина октября, то есть я думаю, что будет рост рынка, потому что октябрь исторически сильный месяц, сейчас у нас небольшое падение, но я думаю, что в октябре будет рост в конце. Проект не собирается останавливаться и будет делать дальше что-то интересное. Это основные мои тезисы, почему я верю, что проект выйдет хорошо. Что я буду делать с токенами на листинге, я расскажу вам чуть позже, точнее в следующем видео. А давайте перейдем, на каких биржах залистится проект. Погнали. Опять же, в своем телеграм-канале Brain the Gang обязательно подпишитесь на него, потому что тут выходят новости в первую очередь, потому что пост легче выложить, чем записать видео. Смотрите, я выложил сегодня такой постец. Во-первых, на OKX стартовали фьючерсы премаркет на токен X, это токен X Empire. Цена примерно составляет 0,004, собственно, как из моих предположений о цене. То есть вот этот мой сценарий, позитивный сценарий я рассматриваю. Если стартовали премаркет фьючерсы, значит токен 100% уже выйдет на OKX, потому что OKX не будет просто так листить фьючерсы премаркет на токен, который у них не будет листиться. Как бы со всеми токенами, которые уже листились, было всегда, происходил всегда листинг. Поэтому OKX это сразу первая биржа, это тир 2 биржа, которая залетает к X Empire. Потом я уверен, что будет листинг на Bybit, потому что Александр Соколовский активно сотрудничает с биржей Bybit, и я уверен, что они смогут туда протянуть свой проект, поэтому OKX и Bybit уже есть. А если есть топовые тир 2 площадки, то остальные тир 3 точно потянутся, чтобы собрать себе кусочек ликвидности. Поэтому на Gate, на MEX, на BitGet, на всех остальных биржах тоже будет листиться токен, потому что они захотят себе откусить кусочек пирога. А вот насчет Binance я немножко сомневаюсь. Мне кажется, проект на Binance вряд ли выйдет на листинге, но, возможно, чуть позже он сможет залиститься на Binance. Опять же, посмотрим, как это все будет. Я вот свое предположение рассказал. Bybit, OKX точно будут, остальные тир 3 биржи точно подтянутся, но Binance, возможно, мы увидим чуть позже. Вот такие мысли у меня по проекту X Empire. Если вам было интересно это видео, то влепите лайк, подпишитесь на мой канал, подпишитесь на мой телеграм-канал, а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока!